Если у вас медленно работает YouTube, мы подготовили для вас инструкцию, как обходить блокировки. Она внизу в описании под этим видео. Перейдем к новостям. Росавиация признала, что перед крушением Embraer вводили план «Ковер» в Грозном из-за налета дронов. Остановлены полеты в 10 городах России. Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без отопления. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь, мы начинаем. Росавиация наконец прокомментировала катастрофу самолета Azerbaijan Airlines, упавшего в Казахстане. В ведомстве признали, что перед крушением вводили план «Ковер» в аэропорту Грозного из-за налета беспилотников. В связи с крушением самолета Embraer близ Актау, российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии. Глава Росавиации Дмитрий Ядров все же упомянул об атаке беспилотников, но затем сообщил о сильном тумане и двух неудавшихся из-за этого попытках посадить самолет в Грозном. Каким образом можно было бы посадить его в условиях плана «Ковер», когда все вылеты и прилеты вообще запрещены, неясно. Ядров также заявил, что пилот самолета якобы самостоятельно принял решение лететь в Актау в Казахстан. Удобно, ведь пилот уже ничего на это не сможет ответить. О повреждениях, которые самолет, возможно, получил от ракет российской ПВО, чиновник не сказал ни слова. При этом повреждения признаны официально азербайджанской стороной. В пресс-релизе компании Azerbaijan Airlines говорится, что самолет подвергся физическому и техническому вмешательству. Впрочем, азербайджанские депутаты в последние дни требуют не всестороннего расследования или перечисления причин, а как минимум извинений. Москва на это, словами Дмитрия Пескова, заявила, что надо ждать итогов расследования. Добавлю, сегодня авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в 8 городов России. Это Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Минеральные воды, Грозный и Махачкала. Затем добавилось еще 3 города – Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. После этого власти Азербайджана решили остановить полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов России. До этого казахстанская «Казак Эйр» остановила полеты из Астаны в Екатеринбург, а израильский перевозчик «Эль-Аль» прекратил все рейсы в Россию. Перед заявлением о приостановке полетов произошел еще один инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines. Он следовал из Баку в Минводы, но вернулся после того, как над Махачкалой закрыли воздушное пространство. Курс доллара на международном валютном рынке подскочил выше 106 рублей. Официальный курс ЦБ на сегодня составил чуть выше 99 рублей за доллар. Резкий рост произошел после того, как Банк России объявил о новом порядке расчетов официальных курсов валют. С сегодняшнего дня их устанавливают на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Кроме того, ЦБ сообщил, что в первую рабочую неделю 2025 года сократит чистые продажи валюты почти на 60%, чтобы поддержать рубль. Несколько тысяч жителей остались без отопления в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии. В зону отключения попали 25 высоток в районе Сельмаш на 6 улицах. Предыдущая подобная авария в Ростове произошла меньше суток назад. В городе ежедневно происходят прорывы также водопроводных труб. Певцу Шарлоту вынесли приговор по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении верующих. 5,5 лет колонии поселения. Суд проходил в Самаре. Перед заседанием Шарлот снова принес извинения. Напомню, музыканта задержали в петербургском аэропорту Пулково, куда он прилетел из Армении в ноябре прошлого года. До этого Шарлот заявил, что хочет поехать в Украину, а также сжег российский паспорт. Через 2 дня после задержания против него завели сразу 3 уголовных дела. Курского чиновника подозревают в написании доноса, чтобы понравиться новому губернатору. Местный блогер Роман Алехин в своем телеграм-канале сообщил, что его проверяют силовики из-за поста с фотографиями места обстрела Рыльска 20 декабря. Причина проверки – то, что в марте оперштаб области запретил публиковать такие фото. Блогер считает, что донос на него написали по инициативе в Рио главы Комитета региональной безопасности Михаила Горбунова. Чиновник, говорит Алехин, хочет показать лояльность и сделать подарок новому губернатору Александру Хинштейну. Добавлю, что Алехин не только блогер. Некоторое время он был советником прошлого главы региона. В России выпустили пропагандистский новогодний ролик, в котором Дед Мороз сбивает Санта-Клауса ракетой ПВО. На видео Санта-Клаус везет россиянам подарки, западное оружие. Внезапно над Москвой его сбивает ракета. Заканчивается все фейерверком, а затем зрителям показывают, что системой ПВО управлял Дед Мороз. Все? Все. Цель уничтожена. Правильно. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе.
Видео разошлось по пропагандистским телеграм-каналам. «Осторожно, новости» смогли установить одного из снявшихся в ролике актеров. Оператор ПВО сыграл Дмитрий Мельников. Он заявил журналистам, что не может назвать авторов видео из-за договора о неразглашении данных. Все это происходит на фоне трагедии с самолетом, который не смог сесть в Грозном и упал в Казахстане. И последнее. В Оренбургской области жителям поселка Красный Коммунар установили вот такую праздничную елку. Картонное дерево так выглядит, что теперь его фото разлетается по интернету. В сельской администрации заявили, что установили ель в качестве эксперимента. И для жителей также установлена еще одна ель, более привычная. Что ж, друзья, это все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Чтобы не теряться, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к видео или же просто сканируйте QR-код у вас на экране. Мы дублируем туда весь наш контент, в том числе в аудиоформате, чтобы оставаться с вами на связи, несмотря на блокировки Ютуба в России. И обязательно пользуйтесь инструкцией по обходу блокировок. Ее найдете в описании этого выпуска. Берегите себя.